Привет! Расскажу сегодня про 3 экскурсии на Пхукете. Где мы их бронировали, покажу тоже в конце этого видео. Забирали нас прямо из нашего отеля, трансфер включен в стоимость. Первая экскурсия на острова Пхи-Пхи, Майя-Бэй, Кох-Кай и остров Обезьян. Как видите, место это потрясающее. На скоростном катере мы перемещались между островами, знакомились с местными жителями и узнавали легенды и истории этих мест. Нам повезло, у нас был и русскоязычный гид, и местный. Здесь, на островах Пхи-Пхи, снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Правда, пляж на самом деле не полностью окружен скалами. В фильме этот проход закрыли. Во время экскурсии есть свободное время, можно покататься на лодках, каяках или гидроциклах. Между островами делали остановки для снорклинга. Маски и трубки нам выдавали, но перед экскурсией при желании можно было их купить. Итого, за эту экскурсию в начале 2022 года мы заплатили 8 тысяч на двоих. Сейчас с падением курса она стоит примерно 5600 на двоих. После экскурсии нас также доставили прямо к отелю. Вторая экскурсия была по островам Рача-Яй, Рача-Ной и Майтон или Коралловый остров. Гид был англоязычный, но все было интуитивно и просто и понятно. В стоимость входил символический завтрак, кофе с печеньками. Между островами также были остановки для дайвинга. Все снаряжение нам выдавали. Кораллы в этих местах не такие красивые и яркие, как, например, в Красном море. Но для тех, кто, как и я, в этом деле новичок, впечатления все равно классные. Остров Рача-Яй считается одним из лучших мест для снорклинга и дайвинга. Здесь всегда спокойная вода, почти без волн, небольшая глубина. В стоимость экскурсии входил обед, потом нам дали время погулять по острову, искупаться, поплавать с маской. Времени на прогулку было достаточно, можно было спокойно сделать 1000 красивейших фотографий. Еще здесь мы познакомились с вараном. Они условно не опасны, сами нападать на людей, конечно, не станут, но особо приставать к ним не советую. Цапнуть в качестве защиты могут. Экскурсия длилась примерно 8 часов, стоила 4000 на двоих. И последняя на сегодня экскурсия на ферму. Кроме нас туристов не было, видимо, в первую очередь всех манят все-таки острова. Но это место мы тоже рекомендуем посетить, если позволяет время. Здесь очень красиво, приятная атмосфера, замечательные гостеприимные работники. Можно увидеть, как раньше жили и работали тайцы. Экскурсия, к сожалению, только на английском, но даже мне с моим начинающим уровнем было понятно практически все. Нас прокатил по ферме буйвол, за это мы отблагодарили его прохладным душем. Мы увидели, как раньше добывали и обрабатывали каучук на фермах. Из него делали подошвы, обувь, затем автомобильные шины, шланги и даже резиновые изделия номер 2. На ферме можно увидеть, как растут сотни удивительных растений, а также узнать интересные подробности о знакомых нам фруктах. Например, вот этот джекфрут. Он может весить до 34 килограмм. А у банановых деревьев есть цветы, и они тоже съедобны. А вот как растет малыш-ананас, тоже не на пальме. Растение плодоносит всего раз, затем на его место посадят новое. Также на ферме есть небольшие рисовые поля. После прогулки мы пошли в дом знакомиться с местным бытом.
Здесь мы узнали, как раньше обрабатывали рис и даже сами немного поучаствовали в этом нелегком процессе. Нам показали, как добывалось кокосовое молоко. Мне очень понравился процесс приготовления карри. Очень жаль, что я не могу передать вам эти запахи свежих специй. Затем нам предложили пообедать в кафе. В стоимость обед не входит. Заплатили мы примерно 600 бат. Эта приятная экскурсия стоит сейчас около 5000 рублей. Бронировали все экскурсии мы через приложение Klook. Также можно воспользоваться их сайтом, ссылку оставлю в описании. Очень удобный сервис, бронируешь, оплачиваешь все, не выходя из дома. В назначенное время трансфер будет ждать у вашего отеля, и цены здесь часто ниже, чем у туроператоров.